Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я пришла к вам вот с таким интересным предложением связать джемпер с высокой планкой горловины. Вы видите, да, это, можно сказать, свитер. Знаете, такого чудесного джемпера я еще не видела в своей жизни, и вот эта идея дизайнера с этой кокеткой в виде кос – это просто шикарнейшая идея. Вы знаете, я когда вязала этот узор, у меня какая-то была внутренняя радость, такое, знаете, какое-то наслаждение эстетическое я испытывала. Настолько это, такое, какое-то вот, знаете, вроде бы и просто, да, ничего сложного, жгуты там, вот эти вот такие лианы какие-то вяжутся, да, все такие простые элементы, ничего такого навороченного, сложного нет, но это так красиво и гармонично смотрится, это просто вау, вау. Итак, мои хорошие, сегодня в нашем видеопроекте мы будем с вами, я составила схему этой кокетки, этого узора, этих узоров, так скажем. Я определила ступенчатость этого узора, то есть вот эти вот поднятия, да, и мы подробнейшим образом свяжем сегодня с вами образец этой кокетки. Мы с вами определим плотность вязания и сделаем расчеты. Расчеты будут составляться на размеры российские 42, 44, 46, 48, 50, 52. Все нюансы, которые могут у вас возникнуть при вязании этого джемпера, я постаралась учесть при вязании узора. Ну, во-первых, первый нюанс – это то, что на фоне изнаночной глади косы, как правило, стягивают полотно. Я постаралась это уменьшить максимально. Когда мы будем вязать узор, вы это поймете, каким образом я это постаралась избежать максимально. Да? Далее. Здесь будет у нас с вами распределение узоров. Значит, мы будем с вами последовательно рассматривать расположение жгутов и вот этих вьюнков. Я их так назвала, узор вьюнки. Да? Вы видите, чередуется. По центру идут набор жгутов, затем идет череда вьюнков. Опять жгуты, вьюнки. Да? И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Вот. Конечно, это фабричное изделие, связанное на машине, но вы сами увидите, что ручное вязание слегка, только если более шире узор, но мало чем отличается. Такое же прекрасное, такое же восхитительное. Узор получается красивый. Давайте с вами детально приблизим модельку. Значит, это вот у нас в белом варианте такой вариант представляется. Кстати, вот эта вот высота кокетки может вами отрегулироваться индивидуально. Я ее заложила 15 сантиметров, так приглядывалась, 15, да, наверное, сантиметров, подумала я. Но это так, опять-таки, зависит от длины джемпера. Вы видите, здесь он не слишком длинный, да, или модель очень высокая. Вот, имейте в виду, девочки, что вот эту кокеточку, эту ступенчатость можно продолжить, то есть ее можно продолжить вплоть до самого вот этого края полотна, насколько у вас позволит ваша пряжа, ваша плотность. При моей пряже, которой я вязала образец, можно это все дело продолжить в тютельку вот сюда до конца края. Как это сделать в расчетной части, я буду на этом заострять внимание. Так, смотрите, у нас вырез горловины также вяжется этим же узором по изнаночной стороне, чтобы вот так, вы видите, он выворачивается, то есть чтобы на лицо вывернуть. Имейте это в виду тоже немаловажно, не ошибитесь. Дальше давайте по спинке посмотрим. Вот красиво очень смотрится, да? Так, вот по спиночке у нас здесь очень хорошо видно. Спинка у нас тоже украшена этой прекрасной кокеткой, только вот девушка зачем-то все
всю красоту волосом закрыла своим, но ничего, все равно все видно, девочки, что кокеточка хорошо смотрится по спинке. Это прям такая изюминка. Рукавчик у нас, вы видите, очень пышный от манжеты уже идет. То есть скос плеча, скос рукава я не закладываю. То есть у нас по прямой идет полотно. У нас будет скос плеча. Здесь очень хорошо видно, что скос плеча, да, заложен. Есть такой скос. Вот. В общем-то, вот такие вот нюансы хотела вам подчеркнуть, показать. Вот здесь тоже давайте приблизим. Ну, собственно, скос вот здесь видно, да, плечо как сформировано, скос есть. И у нас тоже он будет в сегодняшнем описании рассматриваться. Девушка наша. Еще раз приближаю вам узор. Смотрите, девочки, внимательно, как у нас формируется этот узор. То есть мы начинаем с серии жгутов. Затем через 10 рядов у нас вступает в серию одна часть вьюнка, еще через 10 рядов вторая часть вьюнка, и далее опять через 10 рядов жгут, и опять через 10 рядов еще один жгут. Вот такая ступенчатость узора. Очень, в принципе, гениально, все гениально просто, да, вот прям в точку. Именно эта формулировка здесь прямо как-никак кстати. Так, на фоне изнаночной глади шикарно смотрится эта рельефность вся. Все очень гармонично и хорошо смотрится. Итак, мои хорошие, рассмотрели мы все с вами визуально и внимательно. Все детали, тонкости подметили у модели, отметили. И теперь давайте приступим к выбору пряжи. Итак, девочки, для вязания этого джемпера я взяла пряжу полухлопковую. Yarn Art Jeans. 55% хлопок, 45% полиакрил, цвет 71. Это турецкая пряжа в 50 грамм, 160 метров. Прекрасная пряжа, очень красивого оттенка кофейного. Шикарно смотрится в полотне. Хорошие очень, девочки, скруточки, вы видите, да? Спицы я использовала, смотрите, 3,5. И вот так выглядит начало нашей кокетки. Мы будем с вами в сегодняшнем видеопроекте вязать именно вот это начало. И я расскажу алгоритм дальнейших ваших действий, с какой частотой мы образуем вот эти вот ступеньки. Видите, да? Переход от одного к другому, к расширению нашей кокеточки с таким интересным, ну, как бы, знаете, дизайнер просто гениальный человек, задумал такое интересное сочетание просто жгутики, причем жгутики у нас идут, как вы видите, не просто, а ступенчато, то есть для того, чтобы, я так понимаю, стягивать полотно, не слишком стягивать полотно, они у нас не одновременно все начинаются, видите, а с небольшим запозданием правой и левой части, видите, да? На 2 ряда идет разница. Вот, все это я учла в сегодняшнем видеопроекте. У нас здесь будут вот такие интересные вьюнки, я их так назвала, вот эти линии, которые зеркалятся, видите, и жгутики. Вот. И сегодня все мы это с вами изучим. Схему я нарисовала, девочки, и расскажу вам частоту смены вот этих красивых ступенек. Очень красивый оригинальный дизайн джемпера. Очень рекомендую вам связать. Стало последнее время рекомендовать вам альтернативную пряжу. Это полушерстяная пряжа Merino Deluxe 50 фирмы Yarn Art. У нас это полушерстяная турецкая пряжа, цвет 511, в 100 грамм 280 метров, 50% шерсть и 50% акрил. Мне эта пряжа очень симпатизирует, я ее люблю, она хорошая. Следующая пряжа, которую я также могла вам как альтернативную, это тоже полушерсть, акрил 50%, шерсть 50%, 50 грамм 100 грамм 30 метров, 300 метров, 100 грамм 300 метров. Это белорусская пряжа серии Classic, это русская пряжа из фабрики Camtex. Тоже попадете в плотность. Так, ну еще есть одна пряжа, тоже попадете в плотность, Alize Superlana Classic.
Здесь у нас идет с вами 25% шерсти, остальное акрил. И тоже в 100 грамм 280 метров. Тоже очень хорошего качества пряжи. Тоже. И вот эта пряжа мне тоже очень нравится. Alize Cotton Gold. Это турецкая пряжа в 100 грамм 330 метров. Прекрасная пряжа. Очень похожа на вот эту Yarn Nut Jeans. Шикарная пряжа. Тоже ее, девочки, рекомендую. Вот показываю вам. Очень хорошая ниточка. Прекрасно смотрится в вязаном полотне. Только одни хорошие рекомендации. Тоже полушерсть. Ой, полухлопок. Полухлопок, давайте посмотрим. Цвет у меня 4,93, кому интересно. 55% хлопок, 45 акрил. Вот такой состав. И еще у меня вот такая есть хорошая пряжа. Правда, цвет не совсем, значит, в точку. Тоже турецкая пряжа. Этрофил. Baby. Даже не могу перевести. По лицензии Италии выполнена. Очень хорошего качества пряжа. Турецкого производства. Цвет у нас идет вот такой большой. 70-743. И здесь, девочки, у нас идет 55 идет акрил. Нет, наоборот. 55% органический хлопок и остальное 45% акрил. Тоже очень хорошего качества ниточка. Посмотрите, какой скруточки шикарный. Так, ну, а сейчас давайте с вами посмотрим схему и будем учиться вязать этот прекрасный, красивый узор. Схема узора у нас вот таким образом, девочки, выглядит. Здесь схематично начало кокетки и ступенчатость прибавления узоров друг за другом. Понятно, да? Пустая клеточка – это лицевая петля, соответственно. Ну и горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Все вот эти знаки – это перекрещивание. То на, вот это налево, да, вот это направо. Вот. И, в общем-то, мы будем вязать, вы все поймете, как это все делается. На фоне изнаночной глади начинается формироваться данный узор. Все детально рассмотрим, когда подойдет к этому время, да? Поэтому здесь нет рапорта в высоту, и, конечно же, здесь нужно логически мыслить. Поэтому все-таки данное изделие я рекомендовала бы для вязания мастерицам, имеющим уже опыт вязания. То есть начинающим лучше, наверное, можно запутаться. Можно запутаться. Так, дальше. Далее у нас идет выкройка. Вот такая выкройка у нас будет использоваться, девочки. Ну, это без размеров я здесь ничего не нарисовала. Все размеры я рисую в расчетной части. Здесь вы конструктивно видите, что у нас детали все вяжутся раздельно снизу вверх. Затем все это сборка сшивается. Высокий ворот у нас затем, значит, здесь вот я не обозначила вырез горловины, я это все нарисую в расчетной части. Вот здесь вы конструктивно видите лишь макет, скажем так, изделия. Так, и у нас вот такое описание составляется. Я его выкладываю под видео, описание. Это инструкция по вязанию, и вы можете ее почитать всегда под видео для вашего удобства. Здесь все детально описано, как, что вязать. Вот все, что постаралась, сделала. Так, ну, мои хорошие, а теперь давайте приступим к вязанию образца узора. Девочки, сегодня у нас будет очень обширный по высоте и по длине образец. 52 петли будет участвовать. Вы можете, конечно, ограничить это количество до удобного для вас. Ну, в общем, давайте либо как я, либо, наверное, как-то по-своему вяжем. Так, значит, я начала с того, что набрала 52 петли и связала 4 ряда изнаночной глади. И начинаем с вами вязать первый ряд узора. То есть у нас, как вы видели, у джемпера идет переход от изнаночной глади к узору. И мы вяжем с вами первые 18 петель изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И далее 6 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять 2 изнаночные. Это будут у нас центральные 2 изнаночные. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И оставшиеся 18 снова изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Третий ряд мы вяжем абсолютно так же, как и первый сейчас связали. Я его уж, конечно, показывать не стану. Самостоятельно свяжите, девочки, точно так же. То есть, как смотрят петли, собственно, третий ряд и четвертый. И в пятом будут у нас первые перекрещивания начнутся. Вяжем пятый ряд, девочки. Следующим образом давайте. Значит, 18 у нас идут изнаночных также. И дойдем сейчас до 6 лицевых и сделаем перекрещивание. 15 изнаночных связали, да? И давайте перекрещиваем 6 петель налево. 6 петель мы снимем на правую спицу. Первые 3 петли будут перед работой, следующие 3 петли будут за работой. Меняем, девочки, их местами. И я, знаете, что думаю? Чтобы у нас так сильно не было вот этого стягивания полотна изнаночного, может быть, нам попробовать сделать с накидами. Это не так будет сильно смотреться. Давайте попробуем. Если не получится, то есть вяжем лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид и 3 лицевые. Если не получится, распустим. Так, 2 изнаночные после этого вяжем и 6 лицевых в этой косе. На образце, на модели я увидела, что косы идут несимметрично, перекрещивание специально со сдвигом. Вот так задумал дизайнер. И далее идут опять 18 изнаночных. Девочки, в 6-м изнаночном ряду довязываем до этой косы, где были перекрещивания, да, и смотрите, вяжем 3 изнаночные, а накиды, которые у нас были, мы их просто сбрасываем. И у нас такая длинненькая петля изнаночная вяжется. Опять сбрасываем накид. Снова длинненькая изнаночная, сбрасываем 3-й накид, длинненькая изнаночная. И вот таким образом коса не будет такой стянутой. И далее продолжаем опять вязать, как смотрят петли, до конца ряда. И сейчас я посмотрю, что у нас там на лицевой стороне, не слишком ли это дырочато смотрится, может быть, нехорошо будет. Надо как-то приспособиться. Вы сами понимаете, что у кос своя плотность, и они, как правило, простое полотно, лицевую изнаночную гладь очень сильно стягивают, да? Нам надо это как-то минимизировать, да? Ну вот посмотрите, мне кажется, нормально смотрится на лицевой стороне, да? Ничего, конечно, тут такого страшного не произошло. Давайте так и будем делать. Смотрите, коса не очень сильно стянулась. Согласитесь, этот момент надо очень сильно отметить. Итак, давайте с вами свяжем 7-й ряд. Вяжем 7-й ряд, начинаем мы также с вами с 18 изнаночных. Пока так. Видите, у меня даже схема до конца еще. Я сама, как и вы, в начале пути. Мы экспериментируем. У нас сейчас творческий процесс идет по составлению правильного узора. Так, 18 изнаночных вяжем. Доходим до нашей с вами косы первой и вяжем просто 6 лицевых. И вот сейчас важный момент, посмотрим, как тут хорошо все. Да вроде бы ничего. Вот это, конечно, вытянутая получается петелька. Но вы как хотите, но нам надо минимизировать вот эту стянутость полотна все-таки. Итак, далее вяжем
2 изнаночные центральные, и у нас с вами перекрещивание во второй косе идет направо. 6 петель снимаем на правую спицу. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Поменяли их местами. И первые 3 вяжем лицевыми, а следующие 3 также давайте попробуем с накидами. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И продолжаем 18 изнаночных, вяжем снова до конца ряда. Ну, давайте самостоятельно, чтобы не загружать видео. Затем, значит, в следующем ряду, в 8 ряду накида вы сбрасываете петельки изнаночные, у вас длинненькие получается, аналогично я вам показывала, как это сделать, да. И далее вяжем 9 ряд. Итак, у нас 9 с вами ряд, девочки. И, в общем-то, он у нас без перекрещивания идет. Вяжем, как смотрят петли. То есть у нас сейчас будут идти 18 изнаночных, затем 6 лицевых. Давайте дойдем уж побыстрее. Так, доходим до косы, в ней вяжем 6 лицевых. Затем 2 изнаночные по центру. И в нашей второй косе тоже 6 лицевых вяжем. Тоже нет перекрещиваний никаких. Так, и дальше у нас идут снова 18 изнаночных. Давайте самостоятельно заканчиваем этот ряд. И 10 ряд вяжем, как смотрят петли. И встречаемся с вами, девочки, в 11 ряду будут перекрещивания и будут некие изменения. 11 ряд у нас идет с вами. Значит, смотрите, сейчас у нас вступает в действие ступень наша, то есть вы видели, что кокеточка начинается уже постепенно увеличиваться, расширяться, то есть это было начало центральное наше, да? А сейчас в 11 ряду у нас добавляется новая ступень. И мы начинаем вязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И далее идут 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 изнаночные. Связали. Дальше у нас идет перекрещивание 6 петель направо, то есть налево. Мы с вами 3 петли перед работой оставляем, следующие 3 за работой. Поменяли местами и вяжем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Я решила, что будем 2 накида делать, вот этот 3 не будем, а то вот эта петля становится некрасивой, девочки. Вот на примере вот этого увидела, не будем. Только 2 накида, далее 3 лицевые, по центру 2 изнаночные, и в этой косе просто 6 лицевых. Далее опять идут 2 изнаночные, 6 лицевых, и оставшиеся 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кромочная, тоже изнаночная. Переворачиваем и 12 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 13 ряд. Вяжем 10 изнаночных. Затем идут 6 лицевых, 2 изнаночные, снова 6 лицевых, 2 изнаночные
И во второй косе перекрещиваем 6 петель направо. 6 петель снимаем на правую спицу, первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. И вяжем 3 первые лицевые, затем вяжем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Чтобы это не так сильно, я уже поясняю, для чего накиды, чтобы не сильно стягивало наше изнаночное полотно. И далее продолжаем. 2 изнаночные, 6 лицевых, и 10 изнаночных. Далее у нас идет с вами 14 ряд, мы вяжем, как смотрят петли. 15 ряд вяжем 10 изнаночных, 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 10 изнаночных. Кромочная, изнаночная. Итак, 16 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 17 ряд, девочки, следующим образом. Это будет начинаться 10 изнаночных, затем 6 петель перекрещиваем налево, 3 петли перед работой, следующие 3 петли за работой. Поменяли их местами, да, и вяжем. Смотрите, значит, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И далее вяжем 3 лицевые, 2 изнаночные. Здесь снова идет перекрещивание налево на 6 петлях. Снимаем 6 петель на правую спицу, первые 3 петли перед работой и следующие 3 петли за работой. Поменяли их местами и вяжем. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И далее идут 3 лицевые, 2 изнаночные. И следующим 6 вяжем с вами 6 лицевых, снова 2 изнаночные, снова 6 лицевых. Остались 10 изнаночных. Так, смотрится сейчас наш узор в 17 ряду. Переворачиваем и 18 ряд вяжем, как смотрят петли, накиды. Не провязываем, а скидываем, не забываем об этом. Итак, у нас 19 ряд, вяжем 10 изнаночных, 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные
И перекрещивание 6 петель направо. Сняли 6 петель направо, спицу. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. И вяжем 3 лицевые, лицевая накид, лицевая накид, лицевая. Таким образом мы делаем эти накиды, чтобы затем в изнаночном ряду их сбросить, чтобы наше полотно не сильно стягивалось. Еще раз повторюсь, кто подзабыл, да? Дальше 2 изнаночные и следующие 6 петель перекрещиваем с вами направо. Также 3 за работой петли и 3 перед работой. Вяжем 3 лицевые, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И далее вяжем 2 изнаночные и 10 лицевых. Раз, два, вернее, подождите, всего 10 лицевых изнаночных. Что я говорю? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 изнаночных. Кромочная, изнаночная. Так, вот так сейчас выглядит наш узор с вами. И мы с вами вяжем 20 ряд, как смотрят петли. 21 ряд, девочки. Каждый 10 ряд, вернее, получается, каждый 11 ряд то есть через 10 рядов мы будем подсоединять с вами по 6 петель для следующего шага, для следующей ступени, да, справа и слева. Имейте это в виду. Смотрите, у нас первое присоединение было в 11 ряду, сейчас у нас 21 ряд, и мы делаем с вами вторую ступень, присоединяем. Затем следующая ступень будет в 31 ряду, то есть вы понимаете, теперь уже начинаете понимать логику узора, да? Вяжем с вами 2 изнаночные, 6 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6. 2 изнаночные. В нашей с вами этой косе идет просто 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные и снова 6 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6. Заканчиваем все. 2 изнаночные и кромочная. Отлично, связали. Так, 22 ряд вяжем, как смотрят петли. 23 ряд. Итак, в 23 ряду у нас сразу будет сейчас перекрещивание на 6 петлях. Вяжем 2 изнаночные. И здесь вот по логике вещей надо сделать перекрещивание. Перекрещиваем с вами 6 петель налево. Первые 3 петли перед работой, следующие 3 за работой. Поменяли их местами и вяжем 6. Ага, я накид забыл сделать. Вяжем первая лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И далее 3 лицевые, 2 изнаночные. Следующие 6 петель перекрещиваем с вами направо. Здесь у нас формируется с вами змейка. 3 петли за работой и следующие 3 петли перед работой. И вяжем первые 3 лицевые, и затем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Не забывайте накиды сбрасывать. Так, здесь у нас уже идут змейки. 2 изнаночные. Опять у нас череда перекрещивания. 6 петель перекрещиваем налево. По центру у нас идут только косы, а не змейки. Поменяли местами петельки и вяжем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая.
И далее идут 3 лицевые. 2 изнаночные. И дальше идут 6 лицевых. 2 изнаночные. Снова 6 лицевых. 2 изнаночные. И снова 6 лицевых. Я думаю, девочки, что дизайнер не случайно 2 изнаночные заканчиваем кромочные изнаночные. Не случайно дизайнер сделал так, что у нас перекрещивания идут вот одна половинка чуть вперед, вторая половина нашего вязания чуть назад, и перекрещивание у нас в разных рядах. Это для того, чтобы полотно не стягивалось. Вы видите, полотно у нас, девочки, не стягивается. То есть вот как оно было изначально, да, ну, может быть, чуточку стянулось. Хотя нет, девочки, не стягивается. Еще вот эти накиды сыграли роль. Отличная задумка дизайнера. Очень классная. Я просто в шоке. Мне очень все нравится. Так, и давайте переворачиваем, вяжем, значит, изнаночный ряд, как смотрят петли, накиды скидываем.